Шум городов, что ранит слух. Мы видим только отражение, где гаснет наш свободный дух, где ложно стынет рек движения. Мы слышим роль, мы смотрим вид, но за обманчивым фасадом скрывается иная суть. Ложь, она зовет здесь кладом. Там, где есть суть, нас пламя ждет, что дарит свет и учит различать. Мы в мир бежим, что вечно лжет, и в суете легко себя терять. Бег остановит тишина, так нелегко ее принять. Отражение — лишь волна, волна не сможет сутью стать. Монблан. Отражение. Говорят, человек идет в горы, чтобы познать себя. Но может, он идет туда, чтобы себя забыть, и только тогда встретиться. Факт. Я снова здесь. Эмоции. Я не знаю зачем. Потребность. Понять. Просьба к себе. Просто смотри. В городе мое тело было лишь машиной, выполняющей бесконечные задачи. Собираешь невозможное количество ритуалов, укладываешь их вплотную друг к другу и понимаешь. Самый громкий звук – это тишина, которую пытаешься игнорировать. Листаешь ленту событий, непрерывно доступен, ищешь новые сигналы для реакции. Ты на привязи. Со встреч чаще уходишь, чем приходишь. Спину видят чаще, чем лицо. Уже не звучит. Давай создадим что-то вместе. Побег стал желанием. Бежишь вперед один, и снова вид со спины. Желания заменили внимание, а каждое следующее требует жертву дороже и сжигает быстрее. День первый. Начать с нуля. Факт. Ценники и витрины. Эмоции. Растерянность. Потребность. Найти настоящее. Просьба к себе. Покажи мне то, что не продается. Наш путь начался с самого подножия. Гора Бревент, 2525 метров над уровнем моря. 1500 метров набора высоты. Это не просто цифры. Это первый решительный шаг в сторону от цвета и звука. Это был наш первый диалог с горой. Не о физическом преодолении, а о глубоко личном, медитативном поиске своего темпа. Шум города остался там, внизу, превратившись в едва слышный гул. Теперь я слышу только себя. Я чувствую, как с каждым метром организм начинает включаться. Мы двигались в одном ритме, который задавал гид. Он отсчитывал пульс, каждый со своим внутренним монологом. Гора здесь выступала не как цель, а как безмолвное зеркало. Я видел в отражении, что мой главный враг — это не усталость, а мои собственные мысли, моя зависимость от внешнего мира. С каждым шагом гора учила меня главному. У тебя нет ничего, кроме твоего тела и момента. Только этот шаг, только этот камень, только этот выдох воздуха. И впервые за долгое время я чувствовал себя по-настоящему живым. Маршрут на Бревент начинается с затяжных траверсов по лугам. Масштаб панорамы непроизвольно вызывает ассоциации с киноэпикой. Кажется, что группа движется внутри декораций к «Властелину колец». Я выкрикивал имена героев Толкина, пытаясь разрядить обстановку первого подъема. В небе над долиной Шамани постоянно работают парапланы и дельтапланы. Здесь это основной вид спорта для тех, кто предпочитает горы с воздуха. Полеты в долине Шамани выполняются непрерывно и создают иллюзию доступности вершин. В этой точке мы можем смотреть на весь массив Монблана напрямую. Когда нет облаков, он дает себя рассмотреть в полный рост. Подъемник дублирует наш путь, но наша задача – продышаться.
Этот выход необходим, чтобы запустить процесс акклиматизации и проверить, как организм адаптируется к перепаду давления. Мы используем этот подъем как тест перед выходом в зону вечных льдов. Здесь мы знакомимся с гидами в рабочих условиях и смотрим на совместимость составов в будущих связках. Это первичная притирка команды перед настоящими трудностями. Мы еще не знаем ни мотивов, ни методов гидов, и они тоже сравнивают нас с предыдущим опытом. Мы говорим, словно выкладываем каждое слово на весы в поиске точного баланса. На финальном взлете тропа переходит в крутые ступени. Здесь важно не сбивать дыхание и держать ритм. Все так просто. Ходить шаг в шаг, правильно держать палки и выбрать место в цепочке, комфортное для всех. На вершине обязательная фиксация момента и первая точка общего достижения. Спуск вниз – это переход к технической части. Подготовка завершается коротким брифингом в Шамани, как и во все следующие дни. Впереди у нас еще один день акклиматизации, прежде чем мы перейдем к основному массиву. Выдача высотной экипировки, кошки, ледорубы, страховочные системы. Каждый элемент подгоняется индивидуально. Факт. Эти вещи – продолжение меня. Эмоции, доверие, потребность владеть, просьба – делай все сам. День второй. Ледник как зеркало. Логистика сегодня сложнее. Комбинированный маршрут с использованием механического подъема и значительного пешего набора высоты. Мы покидаем зону комфорта долины. Наша цель – ледник Детюр, раскинувшийся у подножия пика Агюи-дю-Шардани. Арифметика подъема. 700 метров мы набираем на подъемниках, еще 600 пешком. Итоговая точка занятий на высоте 2700 метров. Это не просто тренировка, это погружение в сердце стихии, где лед становится единственной твердой поверхностью под ногами. Здесь заканчивается трекинг. Шлем обязательно. Статистика последних лет неумолима. Сезон на Монблане стремительно сокращается. Август становится пограничным месяцем. Из-за глобального потепления тает цемент вечной мерзлоты, скрепляющий скалы. С каждым годом ледник отпускает больше породы. Риск камнепада возрастает кратно, превращая некоторые кулуары в непредсказуемую опасность. Гора становится нестабильной и сыпет без особых правил и исключений. Ледник – это, пожалуй, второе по опасности, но в то же время самое честное место на горе. Он требовательный, но не ставит невыполнимых задач. Он просто есть, и ты должен его принять таким, какой он есть. Я почувствовал свое тело, себя в этих ледяных трещинах, как в безмолвном зеркале. Что я увидел? Я увидел человека, который разучился доверять самому себе. Каждое движение с ледорубом, каждый шаг в кошках – это не просто технический прием. Это акт веры. Веры в свои силы, в свою команду, в надежность снаряжения, точность упора кошек, сила прыжка, длина веревки, фиксация. Лед требовал от меня предельной концентрации, очищая разум от всего лишнего. Здесь физика диктует жесткие правила. Мой вес 110 кг, вес инструктора 70. При срыве на льду энергия моего падения многократно превысит то, что способен удержать человек весом 70 кг через страховку. Гид – это аварийный контур, но не лебедка. Именно поэтому здесь критически важно иметь свое, а не прокатное снаряжение. Чужие кошки могут слететь, чужой ледоруб может быть тупым. Свой инвентарь ты знаешь на уровне мышечной памяти. Мы отрабатываем самозадержание. При моем весе это единственный гарантированный способ погасить скорость до того, как рывок сорвет всю связку. Здесь первый раз мы определяем связки, которые в дальнейшем изменятся по многим причинам. Каждый раз первое одевание кошек, системы и связывание веревкой на восхождении является особым ритуалом для восстановления навыка. Сначала все происходит как в первый раз. На Монблане используется длина веревки не более 3 метров между участниками связки.
Это сильно короче 10 метров на Казбеке. К этому взаимодействию необходимо было привыкнуть при прыжках через трещины, а их было достаточно. И веревка натягивалась довольно часто. Мы долго искали на леднике ступени и угол, близкий к максимальному во время штурма, чтобы проверить зубья кошек. Я благодарен этому дню за два прекрасных момента. Обед посреди ледника и знакомство. С нами шел гид. Его все звали Дэн. По пути я спросил, как к нему удобнее обращаться. Он ответил, что все его зовут Дэн, а он привык к имени Денис и особо не реагирует на другое. Мне важно было, чтобы гид слышал на мои обращения, и я его звал, как ему привычнее. Потом Денис сказал, что по сути себя и гидом не считает, а ближе роль инструктора. Не довести людей, а научить самим. Уходили с Дэном гидом, а вернулись с Денисом и инструктором. Я слышал, как скрипит лед под кошками, как стучит ледоруб, как тихо говорят с собой. И в этом суровом диалоге с природой я начал понимать, что настоящее доверие рождается не в тишине, а в шуме, который ты сознательно игнорируешь, потому что он тебе больше не нужен. Мы прошли ледовое занятие, и я поверил, что будет сложнее, чем было раньше. Чуть больше угол, чуть больше хребтов и ступеней. Начинаем сброс высоты. Минус 1300 метров по вертикали. Мы проходим пояс ледниковых озер. Вода здесь имеет характерно молочно-бирюзовый оттенок из-за взвеси каменной муки. Порода перетерта ледником в пыль. Спуск – это монотонная ударная нагрузка. Мы возвращаемся в зеленую зону. Второй акклиматизационный выход завершен. По всем правилам физиологии, завтра нам жизненно необходим день отдыха. Но у горы свои планы. Погодное окно закрывается, а даты бронирования хижин фиксированы жестко и переносу не подлежат. Выбора нет. Мы выходим на штурм уже завтра, а вечером ждет всех неожиданный разговор. День третий. Путь к святилищу. В этом моменте у нас появилось несколько вариантов восхождения. Через 3 вершины, сразу из хижины Тартуса, штурм и стандартный маршрут штурма от хижины Гюте. Наш путь лежит от станции трамвая до приюта Тартус. 1200 метров набора высоты. Шамани логистика диктует стратегию. В отличие от Казбека или Арарата, где базовый лагерь – это вопрос вашего выбора, Монблан – это жесткий административный кейс. Разговеться, да? Разговеться надо. План на утро, 3 шутки. Восхождение официально привязано к датам хижин. Например, для восхождения в августе места в хижинах необходимо заказывать еще до декабря предыдущего года. Без подтвержденного резерва выход на маршрут запрещен. Это превращает подготовку из чисто спортивной в серьезную управленческую задачу. Подъемник и зубчатый трамвай Дю Монблан поднимает нас на высоту 2372 метра. Специфический европейский стиль. Если на Килиманджаро вы днями идете через джунгли к подножью, то здесь техника за полчаса выбрасывает группу в зону альпийских лугов. Это экономит силы, но требует мгновенной адаптации к перепаду высот. Посадка в поезд происходит по фамилиям, согласно документов бронирования хижин, что является основанием для билета. В вагоне нет совершенно случайных лиц. За окном зона субальпийского пояса. Рельеф сформирован отступившими ледниками. Резкие скальные сбросы и морины. Растительность здесь уже скудная. Низкорослые кустарники и разнотравье. Климат капризнее, чем на Арарате. Близость Атлантики делает погоду непредсказуемой, с резкими скачками влажности и внезапными туманами. Первый пеший этап – набор 800 метров до приюта Тетрус. Характер тропы напоминает подъем к метеостанции на Казбеке, но рельеф здесь более плотный. Тактически важно не форсировать темп в начале. Мы уже в рабочем ритме балансируем нагрузку. 2 дня акклиматизации без пауз отзываются в теле мышечной памятью. На тропе официальный контроль. Горная жандармерия проверяет пермиты.
На Килиманджаро контроль – это формальность на входе в нацпарк. Здесь же это надзор за безопасностью. В случае перегрузки маршрута жандармы имеют право развернуть группу. Порядок здесь превыше спортивных амбиций. И личность каждого подтверждается паспортом. На этих высотах из фауны остаются только ибексы. Эти горные козлы – идеальные альпинисты, абсолютно адаптированные к отвесным склонам. Мы же делаем паузу, чтобы выровнять пульс и дать телу пищу. После сухих склонов Арарата здесь ощутимо выше влажность, что делает каждый вдох тяжелее. На Монблане всем хватит и снега, и скал. Именно после этого восхождения возникают предпочтения. Кто-то выбирает снежные поля на штурме, а кто-то лазанье по скалам. Одни дальше продолжают топтать рыхлый снег, другие начинают искать ступени и троса. Для многих из нас подтягивание на скалах было новым и неожиданным занятием. Высота 3100. Появляются первые снежники. В отличие от затяжных ледников Казбека, здесь это лишь небольшие фрагменты маршрута. Снег слегка рыхлый, но он не представляет сложности и не требует специального снаряжения. Мы проходим этот участок в ботинках, сохраняя привычный темп. Траверс к хижине – финальный аккорд дня. Монблан не дает расслабиться. Если на Килиманджаро вы идете по натоптанным тропам, то здесь каждый метр требует оценки рельефа. Мы идем в сторону Тетрус, понимая, что это лишь разминка перед завтрашним днем, который будет в разы сложнее технически. Это путь размышления, где каждое движение осмысленно. С каждым шагом мы приближались к самому сердцу горы. И чем ближе мы подходили, тем сильнее осознавал, как мир внизу теряет свои связи. Здесь уже ничего не было общего с рукотворными поверхностями и их пересечениями. Мы не видели больших вершин более 4 лет. Факт. Я на скале среди облаков. Эмоции, сосредоточенность, потребность. Увидеть свое место. Просьба к себе. Решай, когда уже не решать нельзя. Каждый из нас нес свой груз. Но это был не только вес рюкзака. Это был груз наших мыслей, тревог, наших личных шумов, от которых мы бежали. Я видел, с каждым шагом, с каждой минутой, проведенной наедине с горой, эти грузы становились легче. Мы поднимались, а гора, словно безмерная сущность, поглощала наши подношения, нашу усталость, наши страхи, наши сомнения. В приюте, в тепле и полумраке я увидел лица своих товарищей. Они были усталые, но спокойные. Мы сидели, пили чай и молчали. Я понял, что тишина, которую мы избегали в городе, здесь стала нашим лучшим другом. Особенно во время отдыха в комнате 20 человек с разными графиками, направлениями и снами. Здесь я не задал вопрос участникам и себе. Какой шум ты оставил там, внизу? День 4. Штурм Монблана. Этот день стал кульминацией всего нашего пути. Штурм с Тартуса на Монблан. 5 часов утра. Набор высоты до приюта Гюте 700 метров. Мы не разговаривали. Все общение сводилось к коротким кивкам, взглядам, жестам и замечаниям гида. Рассвет. Первый луч солнца коснулся заснеженной вершины. Мир вокруг нас вспыхнул окнами приюта Гюте. Здесь, в 9 часов утра, было решение идти дальше, к вершине, или остановиться на отдых. Для меня основным аргументом было не просыпаться снова ночью и стартнуть днем, и видеть не только свет налобного фонаря, как обычно, но и горизонт на пути к вершине. В Тартусе не было достаточных мест, и поэтому Денис в этот день пришел с Шамани.
до хижины Гюте, и в этот же день к вершине, и вернулся обратно в хижину Гюте. У нас была одна одинаково своя цель, одна вера, одно общее желание. Была уверенность. Для многих из нас тросы и кулуар были впервые. Факт. Кислорода все меньше. Эмоция. Странное спокойствие. Потребность. Сделать дело. Просьба к себе. Просто иди. Высота 4000. Мы на траверсе дом Дюгюта. Здесь начинается борьба. Не с горой, а с физиологией. Монотонный ритм. Шаг, 2 вдоха. Пульс в аэробной зоне, хотя темп кажется черепашьим. Мы двигались связками по 3 человека. Исчезла вся суета. Слов немного. Группа поймала такой ритм, что веревка между нами даже не натягивалась. Свободно провисая над снегом. Полная синхронизация. Все свелось к простой формуле. 250 метров набора высоты. Это час жизни. К полудню приют Вало. 4362 метра. Половина пути. Алюминиевая коробка, где нельзя задерживаться, чтобы не остыть. Дальше гребень Босс. Тропа сужается до ширины ботинка. Права на ошибку нет. Склоны уходят вниз на километры с обеих сторон. Работаем на предельной концентрации. Снег под ногами сменяется жестким фирном и ледяными ступенями. Здесь я уже не мог снимать. Камеру пришлось убрать и вонзать ледоруб в лед глубже. А затем начались визуальные ловушки. Ты видишь перегиб. Уверен, это финал. Доходишь, а за ним открывается следующий снежный купол. Эти ошибки в оценке расстояния били по психике сильнее, чем усталость. Я стоял на высшей точке Альп, и я не чувствовал эйфории. Я чувствовал завершенность, полноту от того, что я здесь и сейчас, без лишнего шума и суеты. На вершине ничего нет. Именно за этим туда и идут. После штурма мы начали спуск на 1000 метров до приюта Гюте, где и провели ночь. Этот путь вниз был уже другим. Мы несли в себе не усталость, а чувство выполненного долга и внутреннего покоя. В приюте нас ждали другие команды, и ужин уже на столе. В этот день мы были последними на горе. В Гюте мы размышляли о пройденном пути. Вторая группа. Ночной штурм – это не просто восхождение. Это медитация в движении. Команда шла, как светящаяся цепочка, ползущая по склону. Жизнь сузилась до круга света от налобного фонаря. Весь мир вместился в этот круг света, до звука собственного дыхания и хруста кошек. Второй вопрос, который я не задал участникам и себе. Говорят, гора – это зеркало. Что ты сегодня в нем увидел? Я увидел не свой страх, а свою ответственность. Дело сделано. И это была наша победа, наша гармония. Гора не задает вопросов, но заставляет отвечать. День 5. Дорога домой. Если восхождение – это борьба, то спуск – это принятие. После ночи в Гюте мы начали спуск. 1600 метров вниз. Спуск по скалам был сильно проще, но и настолько же опаснее. Сказывалась усталость, эйфория, желание быстрее добраться в номер. Веревка натягивалась сильно чаще. Факт. Тело работает. В кулуаре нет эго. Нет эмоций. Нет потребностей и просьб. Есть только здесь и сейчас. Большой кулуар мы должны были пересечь до 9 утра и прямых лучей солнца. Но и до этого времени камни летели непрерывно, и внизу лежал чей-то рюкзак. Бежать быстро и вместе в связке было единственной возможностью, и мы практически все этой возможностью воспользовались. День 6. Возвращение к шуму. Сегодня мы поднимались на канатной дороге на Эгю-де-Миди. 3842 метра. Отсюда мы могли видеть Монблан издалека. Он был величествен,
но в то же время безмолвен. И я понял, что его величие не в высоте, а в тех изменениях, которые он произвел внутри нас. И третий, незаданный вопрос участникам и себе. На вершине, по сути, ничего нет, только снег и ветер. На какой вопрос ты нашел ответ? Когда идешь, ты вспоминаешь свой поход. Мы здесь не для того, чтобы искать ответы, а для того, чтобы перестать задавать вопросы. 18 век. В то время Альпы считали краем драконов и вечного страха, но нашелся человек, решивший бросить вызов этой тишине. Орас де Сосюр пообещал состояние тому, кто первым нащупает путь на вершину. 25 лет гора стояла неприступной, словно проверяя намерения людей. Говорят, все изменил случай. Охотник Жак Бальма выжил там, где другие просто сдавались. Оставшись один на высоте 4000 метров, он провел ночь в ледяном сиянии луны. В тот момент, когда страх отступил, ему открылся тайный маршрут. Это был его матч с горой. 8 августа 1786 года двое абсолютно разных людей вышли в путь. Доктор Паккар, интеллигент с барометром, и Бальма, суровый искатель кристаллов. Позже ходили слухи, будто Бальма тащил врача на буксире. Но это просто хвастливый миф. Они шли плечом к плечу, понимая друг друга без слов. На самой вершине Бальма в каком-то безумии рыл снег ножом. Он все еще надеялся найти там золото или алмазы. Но гора была честна. Он нашел только холодный камень. Пока Бальма искал богатство, Паккар фиксировал их общий научный триумф. Спуск стал настоящим испытанием. Лицо Паккара обгорело так сильно, что родная мать не смогла его узнать. Они вернулись из этого царства мертвых, навсегда изменив мир. Так, из старых суеверий и жажды чего-то большего, чем просто деньги, родился альпинизм, который мы знаем сегодня. «8 августа. Шамани празднуют. Именно в этот день, 240 лет назад, история этих мест изменилась навсегда. Мы стоим у знаменитой бронзовой пары Орес де Сосюр и Жак Бальма. Их жест, указывающий на вершину, стал символом амбиций человечества и открыл путь последователям. А чуть в стороне доктор Мишель Паккар, забытый герой, которому наконец вернули пьедестал. Именно Шамани стал трамплином для золотого века альпинизма. Отсюда уходила экспедиция Мориса Эрцига на Анапурну, первый покоренный восьмитысячник в 1950 году. Затем началась битва наций. Швейцария и Британия сражались за Эверест, имея всего по одному разрешению в год. К 1964 году все 14 гигантов были пройдены. Глядя на сегодняшнюю толпу, я вижу не просто туристов, а цифры. За 10 лет произошла экономическая революция. Мировой рынок аутдор-снаряжения пробил 200 миллиардов евро. Рост продаж на 40% за пятилетку. Альпинизм стал массовым продуктом. Трафик на Монблане 25 тысяч попыток за сезон. Нагрузка на хижины 100%. Средний чек на экипировку 3000 евро. Умножьте это на очередь к подъемнику. Это уже индустрия с колоссальной капитализацией. Но есть вещи, которые не меняются веками. В Шамани пахнет уютом. Запах расплавленного сыра заполняет улицы. Раклет, тартифлет, горячее фондю, стейки на камне. Совойская кухня. Простая, калорийная и честная, которую требует тело, вернувшееся из ледяного безмолвия в тепло жизни. Я сидел у окна в кафе Шамани. В стекле было мое отражение, а за ним в расфокусе виднелся Монблан. Мы вернулись в мир, от которого бежали, но с новым пониманием. Мы вернулись, чтобы жить с этим. Мы уезжали. Шум города вновь окутал нас. Но он не проникал внутрь, потому что внутри нас была тишина. Та тишина, которую мы нашли на вершине. Факт. На пути в гору часто человек не имеет собственной тени. Эмоция. Моя тень стала сильно короче. Потребность. Меньше внимания, больше желаний.
Просьба. Да из 10 метров меня будет не сильно заметно. Длина теней и манит, и зовет. Гора укажет метром новый счет. У Козерога есть немой ответ. За камнем прячет даже силуэт летящих кварков пелена. Для пепла форму создает. Гора в себе увлечена. Лед тает, а она живет.